На поляне, среди огромного леса, жил-был волшебник, у которого было большое стадо овец. Каждый день он съедал одну овцу из стада. Овцы причиняли волшебнику много беспокойства, они разбегались по лесу, и ему приходилось тратить очень много времени на то, чтобы поймать одну овцу, а других снова собрать в стадо. Конечно же, овца, которую он собирался убить, чувствовала это и начинала отчаянно сопротивляться, и ее крики пугали других. И тогда волшебник решил придумать такую хитрость, он поговорил с каждой овцой наедине, и каждой что-то внушил. Одной он сказал: «Ты не овца, ты такой же человек, как и я. Тебе нечего бояться, ведь я убиваю и съедаю только овец, но ты единственный человек в этом стаде и значит мой лучший друг». Второй он сказал: «Почему ты убегаешь от меня, как другие овцы? Ты же львица и тебе нечего бояться. Я убиваю только овец, а ты мой друг». Третий он внушил: «Послушай, ты не овца, ты волчица. Волчица, которую я уважаю. Я, как и раньше, буду продолжать убивать ежедневно одну овцу из стада, но волчице, лучшему другу волшебника, нечего бояться». Таким образом, он поговорил с каждой из овец, и каждый внушил, что она не овца, а совершенно другое животное, которое отличается от всех остальных овец в стаде. После этого разговора поведение овец полностью изменилось, они совершенно спокойно паслись и больше никогда не убегали в лес. И когда волшебник убивал очередную овцу, они думали: ну вот, убили еще одну овцу, а мне, льву, волку, человеку, лучшему другу волшебника, нечего бояться. И даже овцы, которых он убивал, перестали сопротивляться. Он просто подходил к одной из них и говорил: «О, мой лучший друг, мы давно не общались, пойдем ко мне на двор. Мне нужно с тобой посоветоваться по поводу стада овец». И овца с гордостью шла за волшебником на двор. И там он действительно спрашивал у своего лучшего друга, как идут дела в стаде. Жертва с радостью рассказывала ему обо всем. А потом волшебник убивал ее. Поскольку смерть наступала мгновенно, то овца ничего не успевала понять. Волшебник был очень доволен, он высоко поднял самооценку каждой из овец. В итоге они перестали забивать себе голову мыслями о неизбежной смерти, стали менее невротичны, наслаждались жизнью и спокойно щипали траву, в результате чего их мясо стало значительно вкуснее. На протяжении многих лет волшебник легко управлялся с огромным стадом. И самое интересное, что остальные овцы стали ему помогать, если какая-нибудь слишком сообразительная овца начинала догадываться об истинном положении вещей, то остальные овцы, то есть львы, люди, волки, лучшие друзья волшебника, сообщали ему о странном поведении этой овцы. И на следующий день волшебник с удовольствием ее съедал. Толпа никогда не стремится к правде, она отворачивается от очевидности, не нравящейся ей, и предпочитает поклоняться заблуждению, если только заблуждение это прельщает ее. Кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится ее повелителем, кто же стремится образумить ее, тот всегда бывает ее жертвой. Кто владеет искусством производить впечатление на воображение толпы, тот и обладает искусством ей управлять.